Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Замешиваю сейчас раствор. Дозировки 25 килограмм мешок пополам, 12,5 килограмм цемента, 2 ведра 12-литровых песка и 3 ведра щебня. И сколько воды там, ну какая консистенция, как именно мне нравится больше работать. Такой сейчас замес я использую для заливки перемычек. Он чуть-чуть жидковат, но это только для удобства. Но если вы случайно перелили бетон, воду, добавьте чуть-чуть, там совок один, небольшенький детский такой, цемента, посмотрите. Избыток воды компенсируется цементом. Добавили совочек, подмешалось, посмотрели, надо, не надо, либо больше не добавляйте. Естественно, что с первого раза сложно сделать бетон, особенно без опыта. Особенно, кажется, там по инструкции все делаешь. Ну, инструкции, но работать с густым бетоном сложно. Проще его немножко, чуть-чуть добавить воды. Ну, чтобы он был более такой, как сметана. Главное в чем, чтобы не было избытка, это в воде, когда плавучесть камней теряется. Первый признак того, что слишком много воды в бетоне, камни, щебень, тонут. Не лежат сверху, а именно вот теряется их плавучесть. Плавучесть камней. Для заливки, особенно небольших пространств, вот именно такой бетон больше всего подходит. Я самую первую перемычку заливал, я сделал бетон гуще. Ну, сложно, с ним сложно работать, сложно его отшлепать, сложно, чтобы он создать сверху защитный слой. Естественно, что молодой человек, который первый раз начал делать бетон, он может сомневаться и так или иначе. Ну, ничего сложного, я же тоже когда-то первый раз начинал. И все для меня было не то, что в диковинку, а прям так сильно стеснялся. Думаю, делаю, как оно будет хорошо, плохо. То есть не нарабатываешь опыта. Но опять же, если ты не делаешь ничего, ты опыта и никогда не получишь. Только лишь в процессе, в участии ты получишь конкретно уже результат и понимание того, что происходит. Меня тут все атаковал один зритель по поводу того, что никто так перемычки не делает, что надо обязательно снизу уголок, швеллер, арматуру. Но ведь это же все касательно кирпичных кладок. Если они не арочные, где кирпич сам себя заклинивает, то там да, так там делается. Но газоблок сейчас делается иначе. Достаточно красноречиво на Глебгрине канале человек объясняет. У меня выбрано 15 сантиметров в глубине блока. По всей длине вложена арматура вовнутрь. То есть здесь остается 10 сантиметров снизу газоблока. Стенки, получается, импровизированные опалубки 11 сантиметров. Сейчас я залил постель бетонную, вложил вовнутрь арматурный каркас из десятки. И все это забетонирую. И заодно сейчас вот мне все, кстати, указывали, что надо вибрировать. Да, у меня есть глубинный вибратор, но я побаивался. Ну, сейчас ради эксперимента это сделаю. Потому что сильно мощная штука. Для для заливки фундамента эта штука, глубинный вибратор, обязательно считаю. Иначе там будут такие раковины воздушные. Но здесь вот, ну, сейчас посмотрим как. Так что вот эти блоки являются уже, по сути, встроенной перемычкой. И снизу какой смысл их армировать, что-то делать. Потом это все оштукатуривай, и металл все равно давать будет окислый, и потом все это будет еще и цвести. Ржана будет на откосах. Не надо блоки сейчас, механические современные обрабатываемые блоки не нужно снизу армировать. Вот перемычка внутри бетонная, армированная, на всю длину, опираясь на стены. Куда больше и куда прочнее.
Так, ну вот пришла пора пользовать глубинный вибратор. Конечно, тема такая, блин, стремноватая. Но если сейчас у меня перемычка разломится, будете те, кто насоветовал мне исправлять. Ну, это все шутки, конечно же. Я вас просто прокляну тогда. Глубинный вибратор у меня фирмы Vortex CV1512. Давно покупал его, до этого брал в аренду. Но по стоимости аренды получалось, что проще взять, купить его. И после 2-3 дней работы с ним он уже окупился у меня. Из его минусов отмечу, единственное пока что попалось у меня, это просто короткий сетевой шнур. Самый основной минус всех глубинных вибраторов — это то, что они, паскуды, брызгаются во все стороны. Вторая по очереди. И еще одна останется. 3 перемычки сегодня. Фу, блин, заколебался я же, блин. Строится. Вторая перемычка готова, блоки выдержали. Если в первый раз весь забрызгался этим, благодаря этому вибратору, то сейчас уже нормально. Второй раз, то есть не на постоянной работе, а вот так включая-выключая, получаешь эффект не разбрызгивания. Ну а вот когда бетон заливаешь, конечно, вот здорово себя заливаешь также брызгами бетона. Так что вибратор вещь выдерживает, блоки выдерживает, если кто сомневается, можете использовать. Но он тяжелый. Тяжелый, имеется в виду, килограмм, 10 есть, наверное. Не совсем удобно пользоваться одному. Все,
идеально. А все равно наелся готовой смеси. Но так как смесь своя, она только на пользу, имейте в виду. Никакого вреда вам не накажет. Вот если бы это было магазинное, в магазинное все плохо. А вот как свое что-то изготавливаешь, только на пользу идет. Сразу и прилив сил, и бодрости. Так что имейте в виду, любой продукт изготавливайте сами. Очередной день закончен, вердикт этого дня. Глубинный вибратор работает. Конечно, чистый вы с ним не будете, но свою функцию он выполняет. Он вытесняет воздух и улучшает заполняемость пространства. Не вытесняет, а получается за счет вибрации пузырьки воздуха в более жидкой среде быстро выходят наружу. А раствор, смесь, бетон расползается и закрывает все полости. Естественно, что вибрировать обязательно нужно. Насколько это нужно в перемычках, я не скажу, что это проблема. Я не вижу в этом проблемы, категорически не вижу. Да, я провибрировал, да, хорошо. Но если у вас нет вибратора и вы делаете перемычки, проштыкуйте кельмой, мастерком, чем угодно. Как писали, хотя бы перфоратором. На режим вибрации ставите, удара, и через что-нибудь, той же лопаткой, которая идет в комплекте часто с перфоратором, идет как отвертка такая большая лопатка. Ею тоже можно вибрировать по металлическому каркасу внутри, который находится. По поводу усиления перемычек, как писал один человек, такой халтуры еще не видел. Ну, я согласен с тем, что если человек уже умудренный опытом, проживший жизнь, он, допустим, человек строил всю жизнь так и никак иначе. Там кирпич, стройка, всю жизнь строил. Сейчас появился газобетон. Ну, не сейчас, а вот именно большое распространение за последние 10 лет приобрел у нас газобетон. Все сейчас строится и только из газобетона. Материал удобный, хороший, конечно, если качественно сделан. Так вот, новый материал дает новые возможности. И обязательно усиливать перемычки, ложить на уголок, на швеллер. Ну, бред. Слова Глеба Грина, анахронизм. Устаревшая технология. Хотите, да, большой разницы нет. Хотите, ложите на швеллера, на арматуру, на 18-ю, на 20-ю. Да, пожалуйста, кто ж против-то? Каждый строит свой дом. Если касательно многоэтажного, это потребительского жилья, когда строят многоэтажки, они идут по техническому проекту, по строительному проекту, у них там все регламентировано. Я строю свой дом, и мне в нем жить. Это понятно? Вот и все. Соответственно, говорить о том, халтура, не халтура, да время покажет. Я считаю, что я построил правильно, и никто меня в обратном не переубедит. Меня может переубедить в обратном только, когда у меня рухнут перемычки. Я такой, ёпта, да, действительно, надо было. Ну, это шутки, это я в жизни не поверю, что они могут рухнуть. Это тогда, ну, это же говорю, это сейсмически активная зона должна быть, когда у нас земля затрясется, да, но в Беларусь находится в сейсмически, как это сказать, неактивной зоне, да. То есть землетрясения у нас не бывает, правильно? У нас только тут дожди и гром гремит, и все. Это самая ударная нагрузка, которая. Придет к нам землетрясение, да тут все развалится тогда к ядрине фени. Ни один у нас дом не построен с учетом сейсмически активных зон. Все наши дома построены по стандарту, штампуют и штампуют, вот и все. Так что все на этом, на сегодня все. Вроде бы я все перечислил. Глубинный вибратор, вещь хорошая, она у меня есть и была. И фундамент заливать обязательно с глубинным вибратором, чтобы там столько воздуха выходит, прям такие пузыри, чуть ли не с мой кулак, то есть такие здоровые. А здесь как бы... Ну, есть и есть. Ну, я побаивался, что не выдержит блок, не выдержит. Потому что, когда вибрировал в опалубке, все же там, конечно, высоты другие, там метр-полтора высоты жидкого бетона, и там на сырой доске все отлично, на сухой треск идет, там аж страшно. Обязательно стяжки должны быть по периметру. Каждые 50 или 100 сантиметров. С усилителями обязательно, то есть и по вертикальные доски. Но это уже другая тема. Так что все, пока что на этом все. Будем строиться дальше.